Обаятельный актер Александр Симчев привык к вниманию поклонников. Обладая колоритной внешностью, он всегда исполняет яркие, запоминающиеся роли. Артист часто гастролирует и с удовольствием обсуждает творческие планы. Однако о личной жизни он говорить не любит. Все дело в том, что Александр совершал немало ошибок. В этом он в очередной раз признался в эфире программы «На самом деле», гостем которой стал и первый сын Симчева Павел. Актер никогда не поддерживал наследника финансово. Более того, в 2014 году он отказался разговаривать с юношей во время съемок выпуска «Пусть говорят». У меня нет к этому парню ненависти, да и к его матери таких чувств нет. Просто мне тогда было 20 лет, я думал о карьере, только вернулся из армии. Какие дети? Я просил ее сделать аборт. Но мама Паши решила сохранить ему жизнь. Я не испытываю к нему любви, нежных чувств. О какой любви может идти речь, если мы практически не знакомы? Я впервые испытал отеческую любовь лишь в тот момент, когда у меня родился третий сын, откровенно признался Симчев. Мужчина не скрывает, что Павел несколько раз пытался выйти с ним на связь, но актер не стремился общаться с юношей. К тому же, он запрещал среднему сыну Кириллу налаживать контакт с братом. Как оказалось, со вторым ребенком ситуация повторилась. Кирилла Симчев также не воспитывал, хотя и виделся с наследником гораздо чаще. Когда родился Кирилл, на горизонте замаячила Москва. Мне нужно было переезжать, и поэтому о семье не было речи. Правда, с Кириллом я поддерживал отношения, приходил к нему в школу, следил за его жизнью, откровенно заявил актер. Симчев не стал отрицать, что бросил старших сыновей ради того, чтобы удовлетворить творческие амбиции. В студии программы появился и средний сын мужчины Кирилл. Молодой человек с удовольствием обнял единокровного брата и пообещал, что они продолжат общение даже в том случае, если отец не будет этого одобрять. Видя, что его дети нашли общий язык и пошли на контакт, Александр захотел изменить свою точку зрения. Я был бы рад, если бы все поменялось в этой жизни. Если бы ребята общались вдвоем, может, и мы потом стали бы контактировать втроем, подключили к этому моего младшего сына. Я, разумеется, понимаю все эти обиды, понимаю, почему они возникли, поделился Симчев. Ведущий Дмитрий Шепелев отметил, что ему импонирует честность актера. Александр не стал отрицать своей вины перед старшими детьми. Он честно ответил на все вопросы экспертов. Теперь же поклонники надеются, что после встречи братьев, знаменитый артист сможет пробудить в себе отцовский инстинкт, а в его семье наконец воцарится мир.